Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы с вами рассмотрим еще один важный, интересный вопрос, да, в сфере эзотерики. Э, Хотя, вот скажем, для людей умных или мудрых, успешных, счастливых, он мало беспокоит, да, именно почему люди разные, да, почему один богатый, другой бедный, да, почему один счастливый, другой несчастный. Они для себя на эти вопросы ответили. У них есть ясная цель, им некогда вообще об этом думать, и они идут вперед к своим целям. Но для многих людей этот вопрос более чем актуален. Да, и возникают тогда программы, что мир несправедлив, да, почему ну, один богатый, другой бедный, да, почему у него есть, а у меня нет. Да, это происходит из-за чего? Или из-за незнаний, или из-за ошибочных знаний. С точки же зрения эзотерики на все эти вопросы отвечать очень и очень легко. Да, поэтому мы рассмотрим, почему. Да, это позволит нам попрощаться с соответствующими программами, проблемами, особенно, да, если они как бы такие живучие, болезненные, и принять соответствующие решения. Итак, почему люди разные? Вот изначально, если представить, там, ну, зайти в детский садик, посмотреть, кто-то унылый, ну а кто-то уже себя ведет как воин. Твердый взгляд, да, отстаивает свои позиции, готов там защищать свои интересы, да. Кто-то вожак, ну, а кто-то там прячется, да, там, мальчик для битья, предположим. Почему так происходит? Ну, или там только родился, кто-то с сияющими глазами, да, кто-то уже хнычет и весь такой бедненький. Почему? Потому что воплощается душа, и она принципиально разная у различных людей, причем по разным причинам. И, по крайней мере, это два больших направления. Одно – это природа души, а второе – это эволюция души. Природа души. Что желательно иметь в виду? Часть людей, да, ну, человек – это кто? Тело человека. Душа может быть разная. У части это душа именно человека, а у части это множество различных вариантов. Там, то ли оборотень – это душа животного. Леса повырубали, а где жить? Вот есть нарушители, кто леса повырубал. Почему бы им жизнь не подпортить? Да, но это как бы один из вариантов. На самом деле таких вариантов, что в теле человека живет душа не человека, не светлая, там, радостная, божественная, да, э, не душа человека, а совершенно другая. Отсюда, кстати, следуют еще такие выводы, но бесполезно там от того, кто в прошлом воплощении был там зверюшкой, требовать высоких материй, чистоты мотивов, доброго отношения. Если он там хомяк, он все тащит в свою норку. Ну или там что-нибудь в этом духе. Поэтому почему люди разные? Разная душа и изначально различное предназначение. Да, это одно направление причин, почему отличия. Второе – это эволюция. Да, то есть если душа рождается там, первые разы, да, она решает задачи ближе к первому уровню, научиться работать руками, и там большого успеха в принципе быть не может. И требуется множество воплощений, последовательно, шаг за шагом решать задачи первого уровня, второго уровня, третьего уровня, четвертого уровня. На каждый уровень, ну, в среднем это можно пройти и достаточно быстро, но в среднем это там, плюс-минус десяток воплощений, да, с учетом взлетов, падений, ошибок, заблуждений, наказаний. Да, вот, чтобы человек вышел на определенный уровень успеха, он должен или очень много раз рождаться на Земле, шаг за шагом, да, нарабатывая знания, опыт, навык, да, и он по праву, да, по праву своей эволюции достигает вот этих ступеней. Или он должен поставить цель, включить программу эффективного развития и тогда быстро, осознанно изменяя себя, быстро подниматься вверх, да, чтобы в рамках одного воплощения успеть дойти до необходимых ему показателей, до определенного уровня успеха. Да, если вы принимаете эту систему координат, тогда огромное число проблем отпадает. Каждый человек в этой жизни получает вот те призы, какие он заслуживает.
по своему уровню развития и по своей позитивности, да, по своим целям и по своим делам. Да. То есть, если вы это принимаете, вы понимаете, что не в этой жизни, так в следующей, да, вы пройдете по всем этим ступенькам роста, по всем ступеням социальной иерархии и закончите эволюцию на Земле когда? Когда достигнете нужных показателей. Ну, там, человек закончил вуз, получил диплом, спасибо, всего лучшего, до свидания. Да? Вот поэтому каждый человек в каждом воплощении он в идеале поднимается выше, выше, выше. Когда мы принимаем эту систему координат, все вопросы по поводу несправедливости не отпадают. Да. Уровень успеха от уровня развития, состояние счастья от позитивности. Счастье, чувство, там все хорошее, прекрасное от позитивности человека, ну и от того, что он сделал хорошего или плохого. То есть, если вы это понимаете и принимаете, у вас в руках все необходимые инструменты сделать свою судьбу прекрасной. Повышайте уровень, да, увеличивайте позитивность, и в соответствии с этим будет меняться судьба. И ничто ваше, оно от вас не убежит. Да, если вы принимаете развитие по уровням, то с каждым воплощением вы поднимаетесь выше, выше, выше. Да? Если же человек считает, что живет один раз, махнул рукой, начинает творить всякие там злодеяния, то его судьба, разумеется, катится вниз. Да, и ему придется отвечать перед кармой, ну и перед высшими силами. Я надеюсь, эта информация достаточна для того, чтобы понять, на самом деле мир абсолютно справедлив. В нем есть и добро, и зло, да, но в любом случае им управляют духовные законы, и каждый в этом мире занимает то место, которое он заслуживает по своему уровню, по своей позитивности и потому что он сделал за это воплощение, предыдущее воплощение, и потому что нужно человеку освоить, двигаясь по предначертанной программе. То есть, собственно, чему должны научиться люди, живущие на Земле? Зачем их сюда отправили? Желаю это понять, принять и наилучшим образом использовать. Когда человек принимает, да, вот эти утверждения, это дает ему покой и понимание правильного вектора движения. Мир абсолютно справедлив. Да, все это зависит от, понимает ли человек, да, законы или не понимает. Если же он осваивает эзотерические технологии, не просто вот в данном случае это знание, он осваивает эзотерические технологии, то вот с этого уровня знания переходит еще на более глубокий уровень. То есть примерно это выглядит каким образом? Произошло событие, оно может вам казаться несправедливым, но вы можете обратиться к покровителям в тонком мире и спросить, почему, для чего, да, и вы получите необходимую информацию, научитесь получать необходимую информацию, в силу каких причин это событие притянуто, и что нужно сделать, чтобы это событие более не повторялось. Мир более чем справедлив. Да? И там, в соответствующей теме иерархия духовных законов мы рассматриваем, как это все происходит. Ну, предположим, если это там что-то с угрозой для жизни, там авария, это говорит, что в ключевых жизненных целях человек не прав. И это может быть последнее предупреждение. И дальше автомобиль не промажет и въедет именно в вас. Это как бы не предложение, это иллюстрация, да? То есть это она обойдет вас стороной. Но судьба предупреждает человека. Нужно только научиться читать ее знаки. И читать на физическом уровне, ну, конечно, гораздо лучше, да, как это работает. Вы регулярно общаетесь со своими покровителями, прогнозируете, что вас ожидает на месяц, 3 месяца или полгода, год, и неприятность еще не произошедшая должна быть предотвращена. Да, это одна из целей развития в эзотерике. Но в целом, почему люди разные, почему судьбы разные, надеюсь, этой информации достаточно. Всем спасибо, успехов, научиться видеть справедливость, ну и те неприятности, которые на горизонте, своевременно убирать. Всего доброго, до свидания.